Всем привет, друзья! Вытащили Вовку мы сегодня в безлюдный парк. Пока никого нет на улице, решили подышать немножко свежим воздухом. Полезно для здоровья. Конечно. Заодно обсудим последние новости, вообще все, что происходило с тобой, с твоей командой за это время. Но первое, о чем я хочу поговорить чуть подробнее, это новый патч, как всегда, и все будут об этом спрашивать, естественно. Что радует, что не радует, ну просто, в общем, как ты вот видишь сам изменения, которые произошли. Пару дней назад, между Да, вот которые совсем мини, да, совсем. Ну, что радует, что очень много героев подняли, особенно старых, забытых уже, их достаточно сильно апали. То есть сейчас будет пул расширяться, плюс игра должна будет, мне кажется, очень сильно ускориться. То есть если в прошлом патче как бы она была 30-40 минут плюс, каждая почти игра. Да. То в этом патче, я думаю, игры будет 20-минутные, 30-минутные максимум, потому что, ну, очень много артефактов подняли интересных, очень много как бы героев добавили, которые как раз-таки ускоряют темп игры. И в целом, как бы, и люди будут стараться закончить рано, чтобы не дотягивать, с преимуществом всегда будут заканчивать. Вот. Вообще, смотри, с патчами была такая тенденция, что обычно принято было нерфить имбалансных героев, а сейчас, наоборот, как ты сказал, апнули тех, кто не дотягивал. Что лучше, нерфить или апать? Да, нерфить баланс героев всегда правильно, потому что как бы есть герои, которые полностью ломают игру. Но такие еще есть как бы в игре, и о них просто не все знают. То есть, условно говоря, OG приезжает на International и обузит весь пак, о котором никто не знает. Как бы. Такие герои есть в игре, просто опять же о них никто не знает. То есть есть прям... ну ладно, отошел немного от темы. А в принципе и то надо делать всегда. Но мне непонятно... Всегда есть вопросы, когда ты профессиональный игрок, особенно, например, там, изменения героев по типу, там, Зевсу добавили 5 мувспида. Как бы герой никогда не был супер ОПшный, он был всегда в мете, плавал, тут, ну, как бы где-то всплывал, где-то нет, но он просто добавляет 5 МС, и герой никак не меняет. А некоторым героям добавляют, там, какой-то аганим, как у Дазла, просто броукен. Какой-то аганим, как у Snowfire тоже, просто ломает игру сразу же. То есть я не понимал этого никогда. По поводу нерфов, сильных героев и апов, как бы... Ну, это просто баланс должен быть какой-то в этом всегда. Поэтому не могу ответить на этот вопрос как правильно. Хорошо, помимо всего прочего, там сейчас изменился и в пабе, и в режиме про вот эта стадия драфта. Как тебе изменения эти? По поводу пабов, как бы я не особо я не чувствовал, потому что профессиональные игроки, как бы, если они захотят что-то тренировать, они заходят и ФПшат героев, как бы. Есть просто абузеры, которые только 22-х героев каких-то берут там. Поэтому меня это никогда не волновало. Главное, чтобы Тэчес не всплывал там какой-то условный. Вот, на 22-й. А так, в принципе, просто про Капитан Смот еще рано говорить, но мне нравится то, что сделали. Как-то уже 3, по-моему, года одна и та же стадия драфтов, то есть 3 бана было. Там немножко поменяли, с ФП. ФП была просто имбой всегда. Сейчас будет, возможно, по-другому, потому что 4 бана в первой стадии могут сильно изменить вообще, в принципе, всю суть игры. Ну, будет забавно, интересно. Надо будет поиграть, посмотреть, что это вообще такое. Как раз на официалочках потестите. Будет весело, я думаю. Первые официалки всегда с новым патчем, когда что-то меняют, суть игры, когда меняют, всегда весело очень. Ты не понимаешь, что происходит в принципе. Друзья, как вы все знаете, сейчас в мире с ланами достаточно сложная ситуация. Финалы нашей СНГ Лиги по рематч не исключение. Но мы не унываем и готовимся смотреть игры любимых команд из дома. Онлайн-финалу 2-го сезона Лиги по рематч быть. Смотрите матчи с участием Virtus.pro с 27 по 29 марта на канале Рухаба. Кстати, это можно делать с приложением Parimatch на iOS и Android. Ссылка в первом комментарии. Ну вот, собственно, пока официалок еще нет, ты успел апнуть 10к ММР, ты специально прям шел к этому, кого-то там особенно прокачивал, на одном герое играл или просто так вот получилось? Ну, специально шел к этому, конечно, потому что захотелось просто в один момент. У меня было там 9200 или 9300, я себе там неделю или 2 назад просто поставил цель, что ли, просто по приколу апнуть. Как бы это не то, что тебе нужно прям в жизни, но разочек попробовать можно, как бы. Я ничего особенного, честно говоря. И не играл, нет, на одном герое. Я на всех там играл, просто тренировался. Слушай, вот еще про твоих героев. Ты на стримах время от времени устраиваешь такие там шоу-перформансы. А ты специально героев подбираешь именно для игры на стримах? Или просто так, типа, такой у тебя пул? Да не, я просто захожу иногда, думаю, на чем поиграть. Прикольно было. Бабки. Конечно. Ну, просто эти герои, они... Я выбираю героев, которые очень сильны на лейнинг-стадии, как бы в паблике это самое главное на самом деле, с которыми можно будет потом, как бы, если ты выиграешь свою лейнинг-стадию, то можешь потом просто бегать и рофлить, что-то делать. Особенно если команда хорошо играет, ты уже 100% выиграл. Вот. И на них просто весело играть, потому что люди не ожидают, они приходят и умирают всегда против тебя. Как
тебе в целом вообще сейчас в пабах играется? Ну, при том, что, естественно, все проигроки туда ломанулись, и сейчас все, в принципе, играют в доту. Что там тебе нравится сейчас? Честно говоря, именно вот последнюю неделю мне прям нравится играть, потому что, как бы, да, все проигроки начали играть, более как-то все, не знаю, серьезно, что ли. Потому что, когда я пытался вот как раз-таки апнуть 10 тысяч себе, я каждую игру горел, я каждую игру просто, ну, и когда ты стараешься особенно, я прям орал на своих тиммейтов почти в каждой игре, за что извиняюсь, конечно, но у меня нервы просто не выдерживали, потому что я играл. Я слышала. Просто как будто, ну, как бы некоторые игры были как будто с ботами. Просто люди АФК были. 500 ранг игры, и человек, он не умеет вообще ничего. Ты заходишь в игру, играешь, ну, без фразы 1x9, но примерно так и было просто, когда я апал. Вот, а сейчас, когда как бы все начали играть уже, да весело, что? Прикольно. Когда будет уже паси, контент с Куманом, стримы совместные, что-то там с тиммейтами? Пати сейчас невозможно играть, потому что никто не играет, и как бы найти игру там даже за 30 минут бывает очень-очень сложно. Поэтому все как-то в соло начали играть. Это в самом начале, когда только, ну, после International вышел патч, что можно пати наконец-то в доте играть. Все примерно 3 месяца сидели там, впятером играли первое время, потом начали играть по трое, плюс 2, вот так вот. И потом, как обычно, просто забили и играют в соло. Классические ММ-игроки в доте. Ты знаешь, я вот осознала, что я совсем никого из вас не спросила даже о том, как вы расстались с Егорычем и Виталичем, потому что они покинули основной состав, но они остались в Virtus.pro. Как вы прощались и, может быть, какие вы им, не знаю, дали советы, какие-то итоги, может быть, подвели, там, какие-то наставления, как действовать, что развивать, что улучшать? Ну, вот как это было? Ну, что развивать, что улучшать, и как бы советы мы давали все это время, старались как бы всегда подтягивать парней во всех планах. Они тоже стянулись. Они большие молодцы, на самом деле, большую работу как бы над собой проделали. Даже несмотря на то, что им обоим по 17 лет, они очень молодые. И в некоторых моментах они еще слишком молодые. То есть. Вот. А как мы расстались? Ну, наверное, это все же было не прям чтобы супер гладко, но с нашей стороны это было прилично. Вот. Как у них, как они это видели, честно говоря, я не знаю, как бы, опять же, с их точки зрения, мне кажется, мы все же все сделали неправильно. Ну, как бы им по 17 лет и... Ну, они имеют право не соглашаться, конечно, в силу юности своей. Да, но, опять же, это Dota 2, как бы, и для достижения результатов тебе просто иногда нужно это делать, как бы. То есть это вполне нормальная история, я считаю, как бы. Да, работа. Слушай, а как ты думаешь, вот если на базе Егора и Виталика собрать действительно джуниор-состав вот примерно по возрасту схожих ребят, выстрелят? Ну, с той базы, которую вы им дали? Это довольно сложный вопрос. Смотри, какие игроки будут. Если у них будет 3 гения каких-то, то возможно. Ну, а с таким же уровнем скилла, как вот у ребят? Я думаю, нет. Они еще не дотягивают до профессионального, как бы... Чего не хватает им, на твой взгляд, вот, в целом, ребятам молодым? Им не хватает гибкости, им не хватает какого-то просто всегда свежего взгляда со стороны, потому что они оба, мы очень много раз об этом говорили, особенно Веталю, они очень скриптованные игроки, они безумно хорошо нажимают кнопки на самом деле и умеют как бы почти все делать, но они очень скованные. По алгоритму, да, все привыкли делать по одному? Ну, простыми словами, да, как бы они в очень узком направлении играют в доту, а дота это не та игра, в которой так можно выигрывать, особенно на дистанции, как бы. Может быть, какое-то время, пару месяцев у тебя будет получаться, а со временем, ты просто выпадешь, потому что люди начнут развиваться вокруг тебя, а ты останешься на том же месте. Вот это лично мое мнение, не знаю. Еще я хотела спросить твое личное мнение по сложившейся ситуации сейчас с турнирами, то, что весь офлайн у нас временно отменен и перекрыт. Как ты сам думаешь, что стоит предпринять, сделать, изменить, чтобы как-то выровнять немножко положение текущее, чтобы как-то стало получше сейчас? Я думаю, наверное, сейчас самое крутое решение будет от Valve это сделать региональные лиги. С хорошим призовым фондом, чтобы люди были заинтересованы в первую очередь смотреть и играть это. Это, наверное, единственное сейчас правильное решение. Возможно, даже тот план, который они вознесли на 2021 или 2000, после НТА этот как бы план. Следующий сезон, да. Да, как бы, возможно, его стоит сейчас прямо применить, потому что время лучшее, подходящее, просто, да. Потому что по-другому сейчас у тебя просто турниров не будет. Вот это первое. А второе, по поводу, наверное, инвайтов на International. Вот да, ты вообще как думаешь, у нас еще есть надежда, что он вообще состоится, этот инт в Швеции? Конечно. Пока никто не знает, но я думаю, Valve что-то придумают. Может, они перенесут его, не знаю, на декабрь или на сентябрь, условно, как бы.
просто займутся этим вопросом так, чтобы перенести его и назначить дату определенную, когда это все устаканится уже более-менее, и все же провести. Но вопрос в том, что как бы DPC очки есть только 3 команд сейчас, это ЕГЭ, Секреты. Секреты Вичи Гейминг, насколько я знаю, вот. Все остальные DPC очки, они даже не будут разыгрываться до 5-го мажора. И не факт, что 5-й мажор вообще состоится, и поэтому нужно будет с этим что-то придумать. И, наверное, лучшее решение будет это раздать инвайты просто. Потому что DPC очки разыгрывать в каждом регионе это неправильно. Ну да. Потому что в Китае будут свои как бы команды, в Европе свои, в СНГ свои. Это неправильно как бы. Или какие-то бесконечные квалы устраивать просто там на 3 месяца растягивать квалы онлайн. Это тоже не очень круто звучит, потому что опять же это онлайн. Ну да. Вот. Мне кажется, все же лучшая система будет это сделать лигу и раздать просто инвайты по, не знаю, по прошлым заслугам или по этому году заслугам. По результатам, да, выигранных каких-то турниров. Ну и завершающим блоком немножечко о тебе конкретно поговорим. Помимо того, что ты продолжаешь сбрасывать стремительно вес и дальше, ты еще поменял кардинальный имидж. Все комьюнити это обсуждало несколько дней, до сих пор, по-моему, обсуждают. Какая реакция была самая яркая? Может быть, от ребят, которые увидели тебя с новой прической? Самая яркая, скорее, была моей. Да? Ну, я приятно удивился. Офигел? Прикольно получилось, да. Да я, не знаю, проснулся с утра как-то и подумал, надо что-то менять, свежести добавить. Ты же еще стал больше спортом заниматься. Если раньше ты больше кардио, да, посвящал время, то сейчас, насколько я знаю, там силовая добавилась. Ну, пока еще рано говорить, так просто балуюсь. У нас же Сергей Гломозда, боксер. Он вас сейчас хочет втянуть в эту тему. Ну, посмотрим. Я не могу говорить о таких вещах, когда это несерьезно все еще. Ну, ты хочешь попробовать? Интересно? Да, прикольно будет, наверное. Может быть, ну вот мне так показалось, может быть, у тебя появилась за это время какая-то ролевая модель или личность, на которую хочется равняться, знаешь, какой-то пример, и вот это тебя вдохновляет, знаешь, там, на то, чтобы заниматься собой больше. Ну, прямо личности, на которую хочется равняться, ролевой модели у меня никогда не было, наверное. Ну, так просто... Ну, какие-то примеры, которые тебе симпатизируют, неважно, кто это, там, твой знакомый или какая-то известная личность, какой-то герой? Да нет, никогда такого не было. Просто сам как-то хочу. Все. Сам Просто тянусь взрослеешь, к этому. да? Ну, наверное, да, можно так это описать. Мы с тобой еще как-то обсуждали, что вот сейчас быть просто хорошим игроком для профессионала уже недостаточно. То есть есть еще ряд таких определенных пунктов, которые должны присутствовать у человека, если он хочет стать профессиональным игроком успешным. Вот помимо профессиональной игры в доту. Можешь сам раскрыть, вот, что именно требуется сейчас от человека, который хочет стать про? Пошел град! В первую очередь, наверное, должен быть приятный человек, с которым бы просто хотелось общаться, чтобы как бы у тебя не только в доте происходило общение, чтобы вы раскрывались, что ли, если можно так это описать. Звучит, конечно, да, мемно. Вот. Что еще? Дружелюбным точно нужно быть. Нужно быть очень позитивным, на самом деле, чтобы приносить позитив в команду. Это только человеческие качества. И при этом я не назвал все, потому что их все так просто сразу сложно вспомнить. Вот. И быть очень-очень трудолюбивым, устойчивым к стрессу и готовым на очень много поражений и провалов. Но при этом и спорт, и здоровый образ жизни, и хороший внешний вид тут тоже не исключены. Ну, это же по желанию, конечно, но в принципе, да, ты будешь лучше себя чувствовать, наверное, и как бы это будет приносить свои плоды не только, в игре. Потому что очень много игроков, профессиональные, например, КС-сцены, говорят, что если ты несчастен, в личной жизни то не получится ничего на профсцене, потому что это взаимосвязанная вещь. Мне кажется, в Dota 2 то же самое. Если у тебя есть какие-то, не знаю, переживания личные, которые тебя сильно гложат, или какие-то пробелы в личной жизни, или тебя что-то не устраивает сильно, и тебе это нужно поскорее решать, потому что это очень сильно может тебя заэффектить. Итак, мы вынуждены сбежать из этого парка, потому что пошел град. Друзья, у меня сейчас родилась отличная идея. Мы сейчас с Вовой говорили о том, как он меняется к лучшему, как он работает над собой. Сейчас время, когда наступил карантин, самоизоляция, все сидят дома. Расскажите в комментариях, как вы делаете себя лучше. Может быть, вы начали что-то интересное читать, чему-то новому учиться, какой-то спорт новый для себя открыли. Делитесь. И давайте будем мотивировать друг друга вместе, пока мы все сидим по домам. И мы сейчас тоже будем сидеть по домам, потому что... Бежим? Да, пока. Ставьте лайки, ребят.